Масленичная неделя. Неделя наслаждения, неделя радости от общения с семьей, от общения с блинами. Яйца. Все начинается с яиц. 3 яйца. Соль. Примерно чайная ложка. Сахар. 1 столовая ложка. Один стакан кефира. Пол чайной ложечки разрыхлителя. Продают в любом магазине. Взбить до однородности. Пошли пузырьки, значит, началась реакция между разрыхлителем и кислотой, которая содержится в кефире. Пора добавлять муку. Муку непременно просеять. Не только потому, что в ней могут остаться отруби, либо комки. Нет. Так блины получатся лучше. Ноздрястее. Сначала замешиваем густое, несколько гуще сметаны, однородное тесто, чтобы не осталось ни одного комочка. Взбиваем веселее. Сегодня я готовлю блины по рецепту моей матери. Она никогда не готовила дрожжевые блины. Она никогда не пекла блины в русской печи. Но она все время вспоминала свое детство, как ее бабушка во время войны в Казахстане, где они находились в ссылке, можно сказать, спасла жизнь ей и ее двоюродному братишке, дяде Александру, блинами. Блинами, которые готовили не из пшеничной муки. Тогда в рисе часто встречался сорняк. Его в простонародье называли мышейкой. Это зернышко было похоже по цвету на мышку. Оно было гораздо мельче рисового зерна, и у него на самом деле был клювик, либо хвостик, который и делал это зернышко, напоминающее не то мышку, не то мышиный глаз. Так вот, я не знаю, откуда в Казахстане было так много этой мышейки, что для пропитания сосланным немцам выдавали только вот эту мышейку. Во время высылки с Кубани мамина бабушка, моя прабабушка, прихватила с собой жернова, маленькую ручную мельницу. Дядя Александр и мама конючили у бабушки. Говорили: бабушка, затопи печку, бабушка, затопи печку. Потому что они знали, если бабушка затопит печку, то она непременно достанет эти жернова, намелит немного муки и испечет блинчики. По большому счастью, я не знаю, каковы были на вкус те блинчики, которые спасли маму и дядю Александра от голода во время войны из мышейки. Потому что моя мама готовила мне блинчики вот так. Из стакана кефира, либо из прокисшего молока, немного муки, 2-3 яйца, соль, ложечка сахара, немного чайной соды, немного растительного масла. И вот блины. Блины пахнут на весь дом. Теперь тесто необходимо развести молоком до требуемой кондиции. Все молоко сразу не наливаем. Наливаем по чуть-чуть. Вмешали часть молока, доливаем еще немного. Блины у мамы получались очень вкусные.
Я помню, соседки на лавочке спрашивали у мамы: «Ульяна, чем это у тебя с утра так вкусно пахло?» Она говорила: «Блинами». И рецепт ее начинался со слов: «Надо только встать пораньше». Вот мама вставала пораньше, мы еще спали, и замешивала эти блины. В 60-е, в начале 70-х люди жили уже, конечно, существенно получше, чем во время войны, либо после войны. Но все-таки не всегда дома были продукты, из которых можно было приготовить что-то горячее. Мясное, либо с курятиной. Часто и вечером обходились блинами. Хотя мама работала порой очень много. Дело в том, что в начале 70-х, когда нас у родителей было уже двое, отец поступил учиться в аспирантуру. Мама сказала: «Гусейн, иди», несмотря на то, что аспирантская стипендия составляла всего лишь навсего 100 рублей. Совершенно недостаточно для взрослого мужчины, у которого есть семья. Мама сказала: «Я заработаю». И она работала в 2 смены. Днем со своим классом, после обеда с продленкой, а на вечер брала домой 2 вот такие стопки тетрадей. За проверку тетрадей учителям доплачивали 10 рублей. И по вечерам мама сидела и проверяла эти тетради. 40 тетрадей по русскому языку, да, столько учеников было в одном классе. 40 тетрадей по математике, контрольные, домашние задания. По обложкам этих тетрадей я до сих пор помню имена и фамилии всех учеников моей матери. Поэтому зачастую у нее просто не было времени приготовить что-то иное. И она готовила блины. Блюдо, которое мы с сестренкой очень любили. Блюдо, которое готовилось очень быстро. Блюдо, запах которого заставлял к нам приходить соседок еще и еще. Они спрашивали рецепт: «Ульяна, ну как же у тебя так вкусно пахнут блины?» Она рассказывала: вот приготовишь тесто, а перед тем, как жарить блины, вливаешь в них масло. Граммов 100. Сильно не сбивай, не надо, чтобы тесто полностью перемешалось с маслом. Пусть капельки масла останутся на поверхности теста. Те соседи разъехались, родители переехали в свой дом и оказались внутри махалли. Вокруг все соседи были только узбеки. И тут уже молодые женщины-узбечки начали приходить и спрашивать: «Ульяна Михайловна, как вы готовите блины?» И она начинала свой рецепт со слов: «Надо только встать пораньше». А по многу теста-то сразу и не зачерпывай. Бери по полполовничка, да и наливай. Сковородка должна быть хорошая, горячая. Ну вот, видите, по маминому рецепту даже и первый блин не комом, а сразу румяные, такие, как я с детства любил. Готов первый блин? Готов. А если дома находился кусок сливочного масла, то мама щедро смазывала еще горячие блины сливочным маслом. Ну и послушайте, ведь сам праздник-то как называется? Масленица. Грех же не помазать блины маслом.
10 лет назад я построил для себя вот эту кухню. И здесь у меня есть печь, которая может работать в том числе и как русская печь. И я вспомнил русское выражение «печь блины». Ведь то, что мы сейчас делаем, по сути дела, называется жарить блины. Мы их жарим на сковородке. А как же пекли блины? Я задумался над этим вопросом, задал его знатокам русской кухни, спрашивал даже у печников. И никто 10 лет назад не знал, как же пекли блины в русской печи. Я принялся экспериментировать, я принялся исследовать этот вопрос. Вспомнил картинку из книжки, которую мне купили в детстве. Книжка называлась не то «Русский лубок», не то «Русский лубок». Я до сих пор не знаю, куда ставить правильно ударение. Но там была замечательная картинка. Там была картинка, как баба, ну, то есть женщина, совершенно определенных форм и достоинств, печет блины в печи. Сзади к ней подкрадывается солдат. И она ему что-то там говорит, что окаянный солдат, отойди от меня, ты меня вот там за это место хватаешь, блины печь мешаешь. А я еще тогда обратил внимание, в детстве, что в печи горят языки пламени. И вот, когда я начал экспериментировать, я пытался поставить сковородку на горячий уголь. Я пытался поставить сковородку с блинами просто в печь. И у меня ничего не получалось. И тогда я вспомнил, а ведь языки пламени, может быть, это документ? Может быть, это не просто картинка, изображающая, что печь очень жаркая. Может быть, языки пламени должны быть в печи, точно так же, как пиццу пекут. Я попробовал, и у меня получились просто волшебные блины. Слушайте, а что я вам рассказываю? Ведь у меня сохранилась видеозапись этого процесса. Вы лучше посмотрите фрагмент из того ролика. Блинная сковородочка. Думаете, секрет только в ней? Только в чугунной сковородке? В самой печи. Вы представляете себе, сколько секретов. Когда я построил эту печь, это было сколько уже? Лет 8 назад, наверное, да? Ну, там лепешки, там хлеб, там в тандыр, там повесить баранью ногу. В общем, все вот эти радости мы испытали. И потом я задумал как-то раз испечь блины. Долго ничего не получалось. И самое главное, я не мог найти никакую, абсолютно никакой информации насчет того, как печь блины в печи. Ну вот теперь у меня печка горит так, как надо. Кольцо огня. Кольцо языков пламени. Точно такое же пламя, как в печке для выпекания пиццы. Только русские-то печи бывают немного повыше. И блинную сковородку, особенно если она с ручкой, не очень-то повертишь. Поэтому лучше настроить так, чтобы жар шел отовсюду равномерно. Не только подогреваем сковородку на угли, для того, чтобы дно ее как следует нагрелось. И вот посмотрите, что у меня. Что у меня в руках. У меня кусочек курдючного сала. Кому это дело не подходит, может взять, разумеется, тряпочку, не знаю, там, перышко, кисточку кулинарную, да, и смазать обыкновенным растительным маслом. Но мы к этому еще вернемся с вами. А сейчас берем и наливаем тесто. Тесто отличное. Видите, да, довольно много наливаю. Это не блинчики, это блины. Поставили, прикроем, наблюдаем. И сейчас, если все произойдет правильно, блин должен опухнуть. Он должен превратиться в колобок. Он надуется, и языки пламени пропекут его со всех сторон. Да, блин в печи пекут, не переворачивая. От горячего дна пропечется низ блина. И языки пламени сейчас вот-вот пропекут его со всех сторон. Ну, посмотрим, каков он будет, наш первый блин. Слушайте, а он красавцем выходит. Вау! Ай да Сталик!
Посмотрите, посмотрите, какой блин. Вот так печь блины умела, я думаю, любая женщина в России. И вот я вспоминаю, растет стопка блинов под руками мамы. Я не помню, когда она кушала. Она нам ставила и садилась за тетради. И растут другие 2 стопки проверенных тетрадей. Мама, ну когда ты закончишь? Мама, ну когда? Мама, почитай мне. Учись читать сам. Потому я и научился читать бегло лет 4, то ли 5. Но в 3 года я хорошо знал все буквы. Потому что у мамы в классе в тот год был мальчик с очень трудной судьбой. Мальчик тоже был по национальности немец, фамилия его была Ганс. Отец у него был алкоголик, избивал ребенка с детства. И мальчик 3 года оставался на 2-й год в 1 классе. Уже когда ему было 11 лет, мы с мамой вместе учили его читать. Потому что мама после уроков забирала Ганса к нам домой, сажала его за стол, кормила его точно такими же блинами, а потом открывала перед ним букварь. А, И, У. Я вскарабкивался на стул со стороны спины Ганса, заглядывал к нему через спину и подсказывал ему буквы. Ганс, это буква И. Ганс повторял. И кажется, Ганс только и закончил, что 4 класса начальной школы. Дальше его после этого никто не учил. Так и вырос парень хулиганом. Но зато какая крыша у меня была в те детские годы. Слова Гансу скажу, и все хулиганы разбегались. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии.
Я уж был студентом, учился в Москве. Рядом со мной в общежитии было довольно много ребят с Урала. Вот они пекли блины. Там тесто замешивали ведрами. Там каждый вооружался 2 сковородками. И практически у каждого получалось жонглировать блинами. Я у тех ребят тогда подсмотрел и научился, глядя на их работу. Рядом я где-то готовил там свой плов, свою басму, другие студенческие блюда. И все поглядывал, как эти ребята задорно, лихо готовят блины. И я понял, что блины – это очень красивое блюдо. Это прекрасное блюдо. Каждый блин как солнышко. Как солнышко, которое обещает, что вот-вот скоро снег растает, наступит весна, будет лето, снова все будет хорошо. Девушки оденут легкие сарафаны, можно будет пойти в парк культуры и отдыха имени Горького. Можно будет поехать домой на каникулы и отведать маминых блинов, у которых был всего лишь навсего один секрет. Надо только встать пораньше. И тогда блины будут и на завтрак, и на обед, и даже на ужин. Ешьте, дети, ешьте. Блины – еда сытная, еда радостная, еда, которая пахнет домом, которая пахнет хорошим настроением. Сегодня я испек 2 стопки блинов, как 2 пачки тетрадей, которые все время лежали перед моей мамой. И, конечно же, как всегда, приятного аппетита!